Машинист неожиданно увидел несколько волков, стоявших на железнодорожных путях прямо перед его движущимся поездом. Вопреки всякой логике, хищники не убежали, даже когда он несколько раз дал громкий сигнал. Следуя внутреннему чутью, машинист применил экстренное торможение. Когда поезд наконец остановился и волки расступились, он с ужасом увидел то, что отчаянно пыталась защитить стая. Суровая шведская провинция Норланд всегда была малолюдным краем. В самом сердце этого северного региона затерялась деревушка Эльфдален, окруженная бескрайними хвойными лесами и заснеженными горами. Главной связью с внешним миром служила железная дорога, прорезающая густой лес подобно стальной реке. Эрик вырос в семье потомственных железнодорожников. Его отец Нильс и дед Густав передали ему не только технические навыки, но и особое понимание этих мест, умение чувствовать дыхание леса, улавливать малейшие изменения в его настроении. В детстве Эрик с восхищением наблюдал за работой отца. Мощные локомотивы завораживали мальчика. Когда отец брал его с собой в поездки на поезде, Эрик прижимался к стеклу, впитывая красоту проносящихся мимо пейзажей. Северное сияние, волков, скользящих между деревьями, величественных лосей на опушках. Для получения образования Эрик отправился в Стокгольм. Большой город ошеломил юношу, но, несмотря на все возможности столицы, его сердце тянулось к родным лесам. Он тосковал по кристальному воздуху родного края и звездным ночам, не затуманенным городскими огнями. Учеба давалась ему легко, практические знания от отца отлично сочетались с теорией. Получив диплом с отличием, Эрик вернулся домой и устроился в то же железнодорожное депо. Начальник, старый друг отца, с радостью принял молодого специалиста. Сначала ему доверяли простые задания, но вскоре оценили его знания и интуицию. Через 2 года Эрик стал помощником машиниста на пассажирских составах, а позже, накопив опыт, самостоятельно повел грузовые поезда, настоящих железных гигантов, курсирующих по Северной Швеции. Эрик любил свою работу. В каждой поездке он открывал для себя новые грани красоты дикой природы в разные времена года. Особенно он любил зиму, когда северный лес приобретал почти волшебное очарование со своими снежными просторами и сверкающими замерзшими озерами. Именно в такой зимний день Эрик пережил событие, навсегда изменившее его восприятие мира. Это была обычная поездка. Эрик вел тяжелый грузовой состав, груженный строительными материалами, через заснеженный лес, наслаждаясь мирным пейзажем за окном кабины. За плечами была уже половина пути, и до следующей остановки оставалось около 2 часов езды. Его внимательный взгляд, как и положено опытному машинисту, был прикован к уходящим вдаль железнодорожным путям. В кабине было тепло и уютно. Негромко работало радио, передавая последние новости и музыку, прерываемые время от времени сообщениями диспетчера. Эрик сделал глоток горячего кофе из термоса и продолжил свое неспешное путешествие через зимнюю тайгу. И вдруг, примерно в нескольких километрах впереди, он заметил прямо на рельсах какое-то странное темное пятно. Сердце машиниста замерло. Препятствие на путях всегда означает опасность, но расстояние было слишком велико, чтобы разглядеть, что именно преграждает путь многотонному поезду. Эрик немедленно сбросил скорость и стал напряженно вглядываться вперед, пытаясь определить характер препятствия, готовый в любой момент применить экстренное торможение. Его руки крепче сжали рычаги управления, а в голове начал формироваться план действий на случай непредвиденной ситуации. По мере приближения поезда темное пятно начало обретать очертания.
Это не было упавшим деревом или рукотворным мусором, как иногда случалось на этом участке пути. То, что увидел машинист, заставило его сердце забиться быстрее. На путях было несколько животных, и они, похоже, не собирались сходить с рельсов, несмотря на приближающуюся опасность. Подъехав еще ближе, Эрик с удивлением понял, что это была стая волков. Серо-белые силуэты четко выделялись на фоне девственно-белого снега. Животные стояли плотной группой прямо на рельсах, словно намеренно преграждая путь поезду. Такое поведение было настолько необычным для этих осторожных хищников, что Эрик не поверил своим глазам. В его многолетней практике никогда не было случая, чтобы дикие животные не убегали при приближении поезда. Волки же, известные своей пугливостью и недоверием к человеку, как правило, исчезали в лесной чаще задолго до того, как поезд мог их заметить. Следуя протоколу, Эрик немедленно нажал на клаксон. Мощный гудок эхом прокатился по тайге, отражаясь от деревьев и вернувшись искаженным протяжным воем. Обычно такой звук заставляет любых диких животных в панике разбегаться, но волки, к его величайшему удивлению, не сдвинулись ни на дюйм. Они продолжали стоять, образовав живую баррикаду на пути поезда. Эрик вновь настойчиво прогудел, но результат был тем же. Волки оставались неподвижными. У него было всего несколько секунд, чтобы принять решение. Инструкция в таких случаях однозначна. Безопасность пассажиров и груза превыше всего. Если дикие животные создают препятствия на путях и не уходят после сигнала, машинист должен продолжать движение, минимально снизив скорость, чтобы уменьшить силу возможного удара. Логика подсказывала, что ему следует поступить именно так. Поезд был слишком тяжелым, чтобы остановиться на столь коротком расстоянии, а дикие животные обычно убегают в последний момент, видя неотвратимость столкновения. Но что-то в необычном поведении волков заставило его усомниться. Почему они не убегают? Что заставляет их стоять, рискуя своими жизнями? В глубине души Эрик всегда верил, что животные, особенно такие умные, как волки, никогда не действуют без причины. Если они ведут себя необычно, значит, на то есть веское основание. И, возможно, эта причина настолько важна, что заставляет их рисковать собой. После мучительного колебания, длившегося доли секунды, Эрик резко нажал на рычаг аварийного торможения. До животных оставалось всего несколько десятков метров, расстояние, которое огромный грузовой состав даже при экстренном торможении преодолеет по инерции. Колеса поезда заскрипели по рельсам, нарушив тишину тайги пронзительным металлическим скрежетом. Искры полетели из-под колес, оставляя за собой яркие следы на заснеженных шпалах. Поезд начал замедлять ход, но недостаточно быстро. Эрик понимал, что, скорее всего, не успеет полностью остановиться до того, как достигнет волчьей стаи. Закрыв глаза, Эрик приготовился к неизбежному столкновению. Каждая секунда казалась вечностью. Он мысленно представил, как многотонная махина врежется в живую преграду, и этот образ заставил его содрогнуться. Несмотря на свое решение, несмотря на то, что он сделал все возможное, чтобы предотвратить трагедию, чувство вины уже начало зарождаться в его душе. Когда скрежет колес стих, Эрик открыл глаза и с облегчением увидел, что поезд остановился почти вплотную к волчьей стае. Казалось, сама судьба вмешалась, чтобы предотвратить столкновение. Или, может быть, его инстинкты и опыт сработали лучше, чем он ожидал, позволив точно рассчитать момент для начала торможения. Но то, что увидел машинист дальше, заставило его застыть от изумления и недоверия. Волки стояли плотным кольцом, подняв головы и тревожно завывая. Они не убегали и не проявляли агрессии.
Казалось, они что-то охраняли. И только когда опасность столкновения миновала, хищники начали медленно расходиться, словно почетный караул, выполнивший свою миссию. То, что открылось взору Эрика, потрясло его до глубины души. На железнодорожных путях лежал человек. Пожилой мужчина пытался встать, но безуспешно, что-то удерживало его на месте. Эрик не мог поверить своим глазам. Человек посреди тайги, в десятках километров от ближайшего населенного пункта, и волки, защищающие его вместо того, чтобы напасть, это выходило за рамки его понимания мира. Эрик не осмелился сразу выйти из кабины, когда в непосредственной близости находились дикие хищники. Но волки, словно поняв его опасения, постепенно отступили в лесную чащу, продолжая наблюдать за происходящим с безопасного расстояния. Их глаза, отражающие зимнее солнце, внимательно и настороженно наблюдали за происходящим. Убедившись, что звери отошли на безопасное расстояние, Эрик вооружился монтировкой для самозащиты, спрыгнул на снег и осторожно направился к распростертой фигуре. С каждым шагом его удивление только росло. Пожилой мужчина был одет в теплую, но потрепанную одежду лесника. Его лицо, обрамленное седой бородой, показалось машинисту смутно знакомым. Когда Эрик подошел ближе, он узнал этого человека. Это был Олаф Бергман, местный егерь, которому было уже за 70 лет. Этот человек всю свою жизнь посвятил защите лесов и их обитателей, и все в округе знали и уважали его. Эрик помнил его с детства. Седобородый великан с добрыми глазами часто приходил в школу, чтобы рассказать детям о природе, учил их уважать и беречь тайгу и ее обитателей. Подойдя еще ближе, молодой машинист увидел нечто шокирующее. Руки старика были прикованы наручниками к рельсам. Холодный металл крепко впился в запястье егеря, а кожа вокруг наручников была содрана до крови от тщетных попыток освободиться. Его ноги тоже были связаны прочной веревкой, не оставляя никаких шансов на спасение. Едва сдерживая гнев и ужас, Эрик опустился на колени рядом со стариком. «Олаф, что случилось? Кто сделал это с вами?» — воскликнул он, пытаясь помочь освободить егеря. Старик поднял на него усталые, но все еще ясные глаза. «Эрик, это ты, сынок?» Хвала небесам! Его голос был слаб, но в нем чувствовалась несгибаемая воля к жизни. У меня не было надежды, но они пришли, они спасли меня. Пока Эрик пытался освободить Олова от пут, старик, прерываясь от слабости, рассказал ему леденящую душу историю. Оказалось, что местные браконьеры, которые давно затаили злобу на принципиального егеря, решили жестоко отомстить ему за то, что он неустанно пресекал их незаконную деятельность. В течение многих лет этот бесстрашный человек спасал животных от капканов и пуль, выслеживал нарушителей и сообщал о них властям. Особенно ожесточенная борьба шла за защиту волков, редкого в этих местах подвида, находящегося под угрозой исчезновения. Многие волки в этих лесах остались живы только благодаря самоотверженному труду егеря. Браконьеры неоднократно угрожали старику, но он никогда не думал, что они осмелятся на такое злодеяние. Они выследили его во время патрулирования территории, ударом по голове лишили сознания, а когда он пришел в себя, то уже был прикован наручниками к рельсам в ожидании приближающегося поезда. «Пусть твои любимые волки сожрут то, что от тебя останется», бросили они ему напоследок, оставляя егеря умирать мучительной смертью. Олаф рассказал, что, услышав гудок приближающегося поезда, он уже смирился со своей участью, но тут произошло нечто невероятное. Из леса вышла стая волков.
те самые звери, которых он защищал все эти годы. Вместо того, чтобы напасть на беспомощного человека, они окружили его, образовав живой щит. Если бы не стая хищников, отчетливо видимая на белом снегу, Эрик ни за что не успел бы заметить одинокую фигуру старика на рельсах и вовремя затормозить. «Они помнят», – прошептал Олаф, с трудом сдерживая слезы. «Все эти годы я думал, что просто делаю свою работу. Но они помнят каждую спасенную жизнь, каждый снятый капкан, каждую перевязанную рану. Наконец, освободив старика от наручников и веревок, Эрик помог ему подняться и с осторожностью повел к кабине локомотива. Олаф был слаб и обезвожен, его запястья были серьезно повреждены наручниками, а ноги онемели от холода и тугих пут. Но он был жив, и это было главным. Уже в тепле кабины, когда Эрик обработал его раны антисептиком из аптечки и дал ему горячего чая, Олаф начал приходить в себя. Его взгляд все время возвращался к лесу, где в тени деревьев все еще можно было различить силуэты волков, терпеливо наблюдавших издалека. «Знаешь, Эрик», — сказал старик, глядя на своих спасителей, — «люди часто думают, что они хозяева этой земли, что они могут брать от природы все, не отдавая ничего взамен. Но это не так. Мы всего лишь часть великого круга жизни, и то, что мы делаем, всегда возвращается к нам, добром или злом». Эрик связался по рации с ближайшей станцией и сообщил о происшествии. Его доклад был встречен сначала недоверием, затем шоком. Полиция и медики обещали встретить поезд на следующей станции, а также отправить поисковую группу для задержания браконьеров. Через час поезд тронулся с места и продолжил свой путь. Когда он начал набирать ход, Эрик оглянулся и увидел, как волчья стая выходит из леса и некоторое время следует параллельно поезду, словно провожая своего старого друга. Затем один за другим серые стражи скрылись среди деревьев, растворившись в безмолвной тайге. Эта история потрясла всю округу. Полиция быстро нашла и арестовала браконьеров, которые под тяжестью улик были вынуждены признаться в своем ужасном преступлении. Олаф Бергман после лечения в больнице вернулся к своим обязанностям егеря, хотя после пережитого он стал еще более самоотверженным защитником дикой природы. А история о волках, спасших человека, разлетелась далеко за пределы Эльфдалена, став своего рода местной легендой. Для Эрика этот случай стал поворотным моментом в жизни. Он всегда любил природу, всегда чувствовал с ней связь, но теперь эта связь обрела новое, более глубокое измерение. Он понял, что дикие животные, которых люди часто боятся или воспринимают лишь как ресурс, способны на сложные эмоции и поступки, выходящие далеко за рамки простых инстинктов. Каждый раз, проезжая через тот участок леса, где произошла встреча с волками, Эрик замедляет ход поезда и внимательно вглядывается в заснеженные ели. Иногда ему кажется, что он видит серые тени, мелькающие среди деревьев, молчаливых стражей тайги, напоминающих ему о том, что верность и благодарность не знают границ между мирами людей и диких животных. И в такие моменты Эрик всегда подает особый гудок. 3 коротких сигнала, которые эхом разносятся по тайге, унося с собой его безмолвную благодарность и уважение к тем, кто разделяет с ним этот прекрасный и хрупкий мир.